Глава 36. Проникновение. Пока два культиватора стадии пространственного закаливания все еще размышляли о происходящем, фигура уже появилась в черном зале. Зал был не очень большим, размером всего около 90 метров, и в его центре стоял толстый столб из белого нефрита. На поверхности каменного столба было выгравировано бесчисленное множество рун, и с вершины столба исходил мягкий желтый свет, образуя куполообразный барьер из желтого света, который охватывал определенную область. В этой области можно было увидеть около дюжины красных каменных шкафов, но невозможно было увидеть, что находится внутри, что придавало им довольно загадочный вид. Фигура осталась на месте, внимательно осматривая барьер из желтого света впереди, в ее глазах вспыхивал синий свет. Спустя несколько мгновений она взмахнула рукой в воздухе, выпустив десятки вспышек черного света, которые быстро оказались серией черных флагов массива, которые упредоченно приземлились вокруг желтого барьера. Сразу же после этого она сделала ручную печать, и из флагов вырвались столбы черного света, прежде чем соединиться в воздухе, образуя еще больший барьер из черного света, который полностью охватил весь желтый барьер под ним. Барьер из желтого света уже занимал почти половину пространства внутри зала, а барьер из черного света охватывал практически весь зал. Затем фигура открыла рот, чтобы выпустить взрыв лазурной ци, который приземлился на барьер из желтого света, пытаясь обойти его так же, как она это делала со всеми предыдущими ограничениями. Однако в неожиданном повороте событий лазурная ци только что разъела отверстие размером с ладонь в световом барьере, когда поверхность светового барьера внезапно начала ярко светиться, выпуская бесчисленные вспышки желтого света, которые окутали облако лазурной ци. В то же время руны на столбе из белого нефрита в центре светового барьера загорелись в унисон, и барьер из желтого света ярко вспыхнул, когда появились бесчисленные ослепительные нити желтого света, обмотавшись вокруг облака лазурной ци, прежде чем плотно сжаться. Лазурная ци была мгновенно разрезана на бесчисленные клочья, которые быстро рассеялись, после чего желтый свет также отступил, и отверстие в световом барьере снова запечаталось. Выражение лица фигуры осталось совершенно неизменным, увидев это, похоже, не очень удивленная таким исходом. После некоторого изучения столба из белого нефрита она перевернула руку, чтобы достать еще около дюжины флагов разных цветов. Небрежным взмахом запястья все флаги массива разлетелись по площади, зависнув в воздухе, образуя странный овальный массив, который казался совершенно случайным и беспорядочным, но в нем было гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. По мере того, как фигура продолжала выполнять серию ручных печатей, черный свет непрестанно вспыхивал из ее рук, и дюжина или около того флагов массива также начали светиться светом разных цветов, когда они ударили по барьеру из желтого света, как серия копий, пробивая себе путь внутрь, как гвозди, чтобы окружить область размером около 3 метров. Поверхность барьера из желтого света бешено вспыхивала, сопротивляясь продвижению флагов, и в то же время в воздухе прокатилась волна мощных колебаний магической силы. Однако эти колебания мгновенно исчезали, как только они соприкасались с барьером из черного света, не способные распространиться дальше. Фигура произнесла сложное заклинание, и дюжина или около того флагов массива ярко вспыхнули, когда они резко ускорились, наконец полностью впившись в световой барьер. В следующее мгновение желтый свет на поверхности светового барьера в секции, окруженный флагами массива, быстро потускнел. Фигура немедленно выпустила изо рта еще один взрыв лазурной ци, и на этот раз ослабленный световой барьер не смог оказать никакого сопротивления, и большая его часть была разъедена в мгновение ока. Однако руны на столбе из белого нефрита внезапно начали ярко вспыхивать, и остальная часть барьера из желтого света за пределами окруженной области также засветилась ослепительным сиянием. Появился огромный поток желтого света, устремившийся к области, окруженной флагами массива, как бурная волна, но флагам удалось удержать турбулентный желтый свет на расстоянии. Свирепые колебания магической силы распространялись по воздуху, только чтобы быть сдерживаемыми барьером из черного света. Однако на этот раз колебания магической силы были невероятно свирепыми, и барьер из черного света начал гудеть и непрестанно дрожать, казалось, вот-вот будет разрушен. К счастью, потребовалось всего около 2-3 секунд, прежде чем секции барьера из желтого света, окруженной флагами массива, была разъедена большая дыра. Фигура немедленно пролетела сквозь отверстие в световом барьере, приземлившись возле столба из белого нефрита, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить облако плотной черной ци. Черная ци окутала нефритовый столб, и в то же время она сделала ручную печать, прежде чем выпустить на стол ряд черных печатей заклинаний. Черная ци быстро распространилась по нефритовому столбу, окрасив все руны на его поверхности в черный цвет. Свет, исходящий от нефритового столба, быстро потускнел, и свирепый свет, проносящийся над барьером из желтого света, также медленно отступил. Вскоре все вернулось на круги своя. Взмахом руки фигуры дюжина или около того флагов массива вылетела из светового барьера, прежде чем вернуться в ее руки, и они были быстро убраны. Сразу же после этого фигура перевернула руку, чтобы достать стопку желтых флагов массива, которые вылетели, как около дюжины полос света, которые ударили по барьеру из желтого света изнутри. Эти флаги массива влетели в световой барьер, прежде чем исчезнуть, не встретив никакого сопротивления.
Весь барьер из желтого света на мгновение задрожал, прежде чем вернуться в нормальное состояние, и большая дыра, которая была разъедена на его поверхности, также быстро запечаталась. Только тогда фигура обратила свое внимание на дюжину или около того каменных шкафов, расположенных вокруг нефритового столба. Каждый каменный шкаф был окутан темно-красным световым барьером. Фигура подошла к одному из каменных шкафов, а затем без колебаний открыла рот, чтобы выпустить взрыв лазурной ци на световой барьер. Пораженная область светового барьера мгновенно начала яростно рябить, и красный свет быстро начал тускнеть, выглядя так, как будто вот-вот погаснет. В этот самый момент на поверхности красно-белого светового барьера появились пятнышки белого света, и красный и белый свет переплелись, чтобы удержать лазурную ци на расстоянии. В то же время в глубине зала раздался оглушительный звук удара огромного гонга. Пространство вокруг фигуры слегка заколебалось, и она, казалось, была застигнута врасплох этим. Однако в следующее мгновение она немедленно начала произносить заклинание, одновременно делая серию ручных печатей, и облако лазурной ци немедленно начало яростно бурлить, принимая различные формы, чтобы атаковать красно-белое ограничение, но независимо от того, какую форму принимала лазурная ци, она все еще не могла прорваться сквозь него. Внезапно фигура решительным взмахом руки рассеяла облако лазурной ци. Затем она соединила указательный и средний пальцы, прежде чем прижать их к глобелле, и там внезапно образовалась черная трещина, которая расширилась, обнажив чернильно-черное глазное яблоко. Внутри глазного яблока появились черные руны, и луч черного света толщиной с человеческий палец вырвался наружу, прежде чем в мгновение ока ударить по ограничению вокруг каменного шкафа. Перед лицом луча черного света красно-белое ограничение было мгновенно пробито, прежде чем разбиться с глухим стуком. В то же время из глобелой фигуры вырвался взрыв огромного духовного чувства, прежде чем разделиться на около дюжины частей, каждая из которых вошла в нефритовая табличка, прежде чем быстро осмотреть ее содержимое. С ударом этого гонга все ограничения за пределами библиотеки священных писаний мгновенно начали бешено вспыхивать, а пронзительная сигнализация завыла. Кто-то вломился в библиотеку священных писаний. Кто посмел это сделать? Они, должно быть, хотят умереть. Может быть, это тот же ублюдок, который 2 дня назад вломился в зал небесного талисмана. Раздалась серия разъяренных голосов, когда одна фигура за другой стекалась к библиотеке священных писаний со всех сторон. После прецедента, созданного инцидентом в зале небесного талисмана, патрули нисколько не колебались, сообщая о ситуации высшим чинам секты, в то время как самые могущественные лидеры патрульных групп среди них мгновенно ворвались в библиотеку. Ночью по всей секте Холодного Пламени зажглись огни, и началась хаотичная суматоха. Первыми, кто отреагировал, на самом деле были 2 культиватора стадии пространственного закаливания у входа во внутреннюю библиотеку. Как только была поднята тревога, они оба немедленно вскочили на ноги с разъяренными выражениями лиц. Кто-то пробрался во внутреннюю библиотеку прямо у нас под носом. Неужели это действительно был культиватор стадии Великого Вознесения? Та же самая мысль немедленно пришла им обоим в голову, но сейчас было не время размышлять над такими вопросами. Каждый из них быстро вызвал нефритовый талисман, но один был в форме полумесяца, а другой — овальной формы. 2 нефритовых талисмана были соединены вместе, образуя полный круг, который был немедленно прикреплен к определенной части каменной двери. Рябь ограничения на двери быстро исчезла, и каменная дверь распахнулась, после чего они оба немедленно влетели внутрь без каких-либо колебаний. Оба они слегка замедлились при виде барьера из черного света перед ними. В состоянии крайней необходимости дородный монах быстро принял решение, стиснув зубы, когда он перевернул руку, чтобы достать круглое зеркало. Он сделал ручную печать, и из зеркала вырвался серый свет, прежде чем оно выпустило толстый луч серого света, который с оглушительным грохотом ударил по барьеру из черного света. Световой барьер яростно забурлил, когда по его поверхности прокатились большие волны, но он не был разрушен. В то же время худой мужчина вызвал 4 лазурных летающих меча, которые ненадолго покружились в воздухе, прежде чем превратиться в 4 лазурных цветка лотоса. Из 4 лазурных цветков лотоса вырвались бесчисленные полосы лазурной ци меча, которые ударили по барьеру из черного света. Наконец, черный барьер не смог выдержать натиска и был разорван на части, открывая сцену внутри. Стой! 2 культиватора стадии пространственного закаливания испытали большое облегчение, увидев размытую серебряную фигуру внутри светового барьера, но в то же время они были в ярости и смущении. Фигура испускала только ауру стадии зарождающейся души, однако фигура не обращала внимания на 2 культиваторов. Она только что закончила осматривать содержимое нефритовых табличек в одном из каменных шкафов и быстро перешла к другому. Еще один луч черного света вырвался из ее глобелы, чтобы разрушить ограничения вокруг этого каменного шкафа, после чего она снова спокойно выпустила свое духовное чувство, чтобы почерпнуть содержимое нефритовых табличек в шкафу. Глава 37. Побег. «Как ты смеешь? Сдавайся сейчас же, и мы даруем тебе быструю и безболезненную смерть», дородный монах и его спутник пылали праведным гневом.
Первый взмахнул рукой, извлекая нефритовый жетон желтого цвета, и с яростью направил его вперед. Луч желтого света вырвался из поверхности жетона и мгновенно достиг светового барьера. Барьер расступился посередине, образуя проход шириной около 6 метров. Два культиватора стадии пространственного закаливания, немедленно ни секунды, влетели внутрь, устремляясь к фигуре в центре зала. В этот самый миг фигура внезапно подняла руку, произнося заклинание и указывая пальцем вперед. Луч черного света вырвался из кончика пальца и ударил в нефритовый столб, возвышающийся в центре зала. Все руны на столбе мгновенно засветились, как и желтый световой барьер, из которого вырвались бесчисленные вспышки желтого света. Они ударили в двух культиваторов, пока те еще были в воздухе, словно молнии с небес. В результате оба культиватора почувствовали себя так, будто попали в трясину. Их вес мгновенно увеличился в несколько сот раз, и даже поднять руку стало невероятно трудно. В массив были внесены изменения. Воскликнул худой мужчина в шоке. «Кто ты такой? Как ты можешь управлять этим массивом?» С яростью допрашивал дородный монах. Фигура полностью игнорировала их, быстро просматривая нефритовые таблички своим духовным чутьем. В то же время она не прекращала делать ручные печати, накладывая серию заклинаний на нефритовый столб. Желтый свет начал рябить, а затем закружился вокруг пары культиваторов стадии пространственного закаливания, образуя два желтых вихря, которые полностью сковали их. Оба культиватора изо всех сил пытались вырваться, отчаянно атакуя желтые вихри, в которые они попали. Но что бы они ни делали, они были совершенно бессильны. Их ярость и разочарование росли с каждой секундой, но они ничего не могли поделать. Это желтое ограничение было установлено, чтобы не допустить врагов, но каким-то образом оно было использовано против них самих. В этот самый момент перед входом появились 7 или 8 фигур. Все они были лидерами патрульных групп стадии божественной трансформации. На мгновение они остолбенели от увиденного, но быстро пришли в себя и призвали ряд сокровищ, чтобы атаковать желтое ограничение и спасти пару культиваторов стадии пространственного закаливания. «Стой! Не атакуйте!» — встревоженно крикнул полный монах. Однако было уже слишком поздно. 7 или 8 сокровищ ударили по желтым вихрям, заставляя их сильно дрожать. В то же время на поверхности вихрей появились выпуклости размером с мельничный камень, и из них вырвались 7 или 8 щупалец света, которые мгновенно обвили культиваторов стадии божественной трансформации и затащили их внутрь вихрей. Эти лидеры патрульных групп обладали гораздо более низким уровнем культивации, чем культиваторы стадии пространственного закаливания, поэтому они, естественно, также оказались полностью обездвижены. Проклятие! В бешенстве заревел дородный монах. «Вы уведомили секту о сложившейся здесь ситуации?» — спросил худой мужчина тревожным голосом. Секта уже уведомлена, даже говорить было трудно для лидеров патрульных групп. Выражения лиц двух культиваторов стадии пространственного закаливания слегка смягчились, услышав это, и они снова обратили свое внимание на фигуру. Фигура все еще взламывала ограничения одно за другим, быстро просматривая содержимое нефритовых табличек в каменных шкафах. Она делала это с поразительной скоростью и эффективностью, и уже прочла большую часть табличек в комнате. Два культиватора стадии пространственного закаливания отчаянно хотели вмешаться, но ничего не могли сделать, кроме как беспомощно наблюдать из плена желтого ограничения. Кто осмелился проникнуть в библиотеку священных писаний, в этот момент снаружи раздался громоподобный рев, заставивший воздух во всем зале сильно задрожать. Даже желтое ограничение слегка покачнулось под воздействием мощных звуковых волн. У культиваторов, пойманных в желтый вихрь, зазвенело в ушах, но на их лицах появились восторженные выражения. Фигура слегка вздрогнула, услышав этот голос, а затем посмотрела наружу. Вертикальный черный глаз на ее лбу начал ярко светиться. Несколько лучей черного света мгновенно вырвались наружу, разрушая ограничения оставшихся 3 каменных шкафов. Почти в тот же момент в проход ворвался рыжеволосый гигант. Мужчина был ростом более 6 метров и сложен, как стальная стена. Он был одет в багряную мантию, пылающую обжигающим пламенем, и весь зал мгновенно превратился в нечто, похожее на лавовую яму. Судя по ауре, исходящей от тела мужчины, он был могущественным существом стадии интеграции тела. «Умри!» — рыжеволосый мужчина устремил свой взгляд на фигуру, и его глаза практически пылали яростью. Взмахом руки он запустил в воздух массивный пылающий меч, который в полете раздулся до нескольких десятков метров и с сокрушительной силой ударил по желтому световому барьеру. Обширное пространство желтого света попыталось противостоять гигантскому мечу, но не успело даже коснуться его, как было разорвано в клочья пламенем, пылающим на лезвии. Гигантский пылающий меч с яростной силой ударил по желтому барьеру, и на его поверхности мгновенно появились бесчисленные трещины, но он смог выдержать атаку, не разрушившись полностью. В этот момент фигура взмахом руки создала силу притяжения, которая вытянула все нефритовые таблички из 3 каменных шкафов и быстро убрала их.
Рыжеволосый мужчина был в ярости, увидев это, и он немедленно сделал ручную печать. Гигантский пылающий меч увеличился вдвое, а пламя на его поверхности поднялось на несколько метров. Желтый световой барьер был полностью разрушен с глухим стуком, и два культиватора стадии пространственного закаливания и лидеры патрульных групп стадии божественной трансформации наконец-то освободились. Гигантский пылающий меч на мгновение замешкался, а затем продолжил падать на фигуру. Внезапно фигура подняла голову, и из вертикального глаза на ее глобелле вырвался ослепительный свет. В глазу появились бесчисленные черные руны, и толстый столб черного света выстрелил прямо в гигантский меч. Раздался глухой удар, столб черного света взорвался, и большая часть пламени на гигантском мече мгновенно рассеялась. В то же время по окружающему пространству прокатилась рябь, обездвижив меч в воздухе и не дав ему упасть. Это глаз разрушения законов. Воскликнул рыжеволосый мужчина. Фигура сделала ручную печать, произнося заклинание, и над ее телом появилась вспышка фиолетовой молнии, которая быстро распространилась, образуя вокруг нее молниеносный массив. В массиве вспыхнул ослепительный свет среди громового раската, и фигура внутри него стала еще более размытой. «Ты не уйдешь», ярость рыжеволосого мужчины росла с каждой секундой, и вдруг на гигантском мече снова вспыхнуло пламя, и он резко разделился надвое. Огненная проекция меча, сравнимого по размеру с гигантским мечом, рухнула вниз, двигаясь в несколько раз быстрее самого меча, и ударила по молниеносному массиву. Раздался оглушительный взрыв, и во все стороны вырвался ослепительный красный свет вместе с бурными ударными волнами. Два культиватора стадии пространственного закаливания сильно вздрогнули и были вынуждены сделать несколько шагов назад, прежде чем им удалось устоять. Что же касается лидеров патрульных групп стадии божественной трансформации, то их ноги мгновенно подкосились, и они упали на колени. Защитный духовный свет вокруг них мерцал, как свеча на ветру. Красный свет рассеялся, открывая глубокий кратер, который был прорублен в земле, но фигура уже исчезла. Все обменялись недоуменными взглядами, а затем повернулись к рыжеволосому мужчине, лицо которого было искажено яростью. Тем временем, в центре тайной комнаты в пещере Хань-Ли. На полу был выгравирован большой фиолетовый массив, и по нему пробегали электрические дуги. Хань-Ли сидел рядом с плотно закрытыми глазами. Внезапно в массиве появилась вспышка ослепительного света, раздался оглушительный раскат грома, и появилась человекоподобная фигура, окутанная черной ци. Глаза Хань-Ли немедленно распахнулись, и на его лице появился намек на восторг, когда он произнес заклинание печати. Черная ци вокруг фигуры быстро исчезла, открывая мерцающего серебряного воина в доспехах, который был призван из талисмана. Половина серебряного воина была разрушена, и его аура то появлялась, то исчезала, словно он вот-вот должен был исчезнуть. Взмахом руки Хань-Ли из тела воина вылетело около 30 нефритовых табличек, которые приземлились в его руки. Он убрал таблички, а затем приложил палец к колбу воина. Из лба воина вырвался черный свет, изнутри вылетела черная бусина размером с яйцо, внутри которой медленно текла серебристая энергия. В то же время свет на теле воина померк, и он распался на изодранный серебряный талисман и фиолетовый талисман, которые одновременно упали на пол. Серебряный талисман был ничем иным, как талисманом первозданных доспехов, а фиолетовый — талисманом невидимости высшего зенита, оба из которых были созданы с использованием материалов, которые Хань-Ли украл из зала небесного талисмана несколько дней назад. К сожалению, талисман первозданных доспехов был уже слишком сильно поврежден для дальнейшего использования. Глава 38. Проблеск надежды. Хань-Ли быстро убрал оба талисмана, затем сел, скрестив ноги, и зажал черную бусину между большим и указательным пальцами, прижав ее к своей глобелле. Серебристая ци внутри бусины немедленно начала просачиваться наружу тонкими струйками, кружась вокруг его глобеллы, прежде чем исчезнуть в нем. При ближайшем рассмотрении можно было бы обнаружить, что эта серебристая ци на самом деле состоит из бесчисленных крошечных символов, даже меньше самых маленьких комаров. Это были все техники культивации и секретные техники, которые марионетка талисмана первозданных доспехов почерпнула из библиотеки священных писаний ранее. Даже с непостижимо мощным духовным чувством Хань-Ли было невозможно усвоить такое огромное количество информации сразу. Однако он не торопился, и у него было достаточно времени, чтобы потратить на это. Время медленно шло, и Хань-Ли продолжал сидеть неподвижно, как статуя, 3 дня и 3 ночи. Только утром 4-го дня он медленно открыл глаза, и его брови слегка нахмурились. Некоторые из этих писаний были весьма примечательными, представляя невероятные идеи и концепции, перед которыми даже он не мог не испытывать благоговения, но ни одна из них не соответствовала его текущим потребностям. Он покачал головой, убирая черную бусину, а затем взмахнул рукавом, и на полу появилось 30 нефритовых табличек. Это были те самые таблички, которые марионетка талисмана первозданных доспехов забрала прямо перед тем, как покинуть библиотеку священных писаний.
Он окинул взглядом эти таблички с немного удрученным выражением лица, надеясь найти среди них что-нибудь полезное. С этой мыслью Хань Ли взял одну из табличек и влил в нее свое духовное чувство. Прошел еще один целый день, и когда Хань Ли вывел свое духовное чувство из последней нефритовой таблички, в его глазах было явное разочарование. Все эти таблички содержали продвинутые и глубокие техники культивации и секретные техники, но все еще не было ничего, что было бы ему полезно. На лице Хань Ли появилась кривая улыбка. Он пошел на многое, чтобы заполучить эти ресурсы, вызвав при этом неистовство во всей секте, но все это было напрасно. Он покачал головой, собираясь уничтожить все нефритовые таблички. Несмотря на то, что он уже осмотрел таблички и убедился, что ни на одной из них нет отслеживающих ограничений, было уже ясно, что царство духовной сферы содержит некоторые вещи, с которыми он не знаком, такие как квинтэссенция фиолетовой ци. Таким образом, не было никакой гарантии, что на этих табличках не было мер, которые он не мог обнаружить, поэтому лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Внезапно на лице Хань Ли появилось удивленное выражение. Все нефритовые таблички превратились в кучу пыли, но среди них была совершенно непримечательная желтая табличка, которая осталась совершенно невредимой. После недолгого раздумья он поднял табличку и внимательно осмотрел ее с заинтересованным выражением лица. Силы, которую он только что высвободил, было бы достаточно, чтобы полностью уничтожить даже кусок железной эссенции, но эта табличка осталась совершенно невредимой. После некоторого осмотра Хань Ли обнаружил, что в табличке не было ничего примечательного. Она была сделана из обычного нефрита, и он ранее изучил ее содержимое, чтобы обнаружить, что все, что она содержит, это техника культивации, подходящая для культиваторов стадии пространственного закаливания. Хань Ли еще немного осмотрел табличку, а затем сжал ее пальцами. На поверхности таблички внезапно появился слабый блеск, похожий на звездный свет, который сдерживал его силу. Его глаза слегка загорелись, когда он снова ослабил хватку, и слабый отблеск света также исчез. По-видимому, в этой табличке действительно было что-то особенное. Он чувствовал, что звездный отблеск не был отслеживающим ограничением. Хань Ли снова влил свое духовное чувство в табличку с мыслью, что, возможно, в содержащейся в ней технике культивации есть что-то особенное, но опять же, он не смог обнаружить ничего примечательного. Он 3-4 раза прочитал содержимое техники культивации от начала до конца и даже попытался культивировать ее, но все равно не смог найти никаких скрытых секретов. «Может быть, я ошибаюсь», — пробормотал себе под нос Хань Ли. Однако он все еще не хотел сдаваться, и он выпустил огромный поток духовного чувства из своего лба, полностью окутав им нефритовую табличку, прежде чем тщательно осмотреть ее миллиметр за миллиметром. Звездный отблеск немедленно снова появился на табличке, и он испускал поглощающую силу, которая пожирала духовное чувство Хань Ли. Сразу же после этого на поверхности таблички появилась золотая искорка. Хань Ли сначала был встревожен этим, но его тревога быстро сменилась восторгом, и вместо того, чтобы отвести свое духовное чувство, он позволил табличке поглощать его, как ей заблагорассудится. Со временем на его лице постепенно появилось изумленное выражение. Табличка была как бездонная яма. Она уже поглотила почти 1/5 часть его духовного чувства, но все еще не была удовлетворена, и к этому моменту золотая искорка уже выросла до размеров боба. В настоящее время его духовное чувство составляло лишь около 10% от своего пика, но благодаря техникам культивации, которые он практиковал, оно все еще было сравнимо с духовным чувством обычного бессмертного, и все же эта табличка смогла поглотить огромную его часть. Потребуется немало времени, чтобы восстановить это духовное чувство, но после недолгого раздумья Хань Ли решил продолжить этот процесс. Мгновение спустя произошла удивительная сцена. На табличке начало появляться все больше и больше золотого света, заполняя всю ее поверхность, прежде чем постепенно сформировать золотую диаграмму большой медведицы. В то же время поглощающая сила, испускаемая табличкой, наконец прекратилась. Хань Ли вздохнул с облегчением, когда взял табличку с восторженным выражением лица, и когда он снова влил в нее свое духовное чувство, он не смог сдержать изумление от увиденного. Содержимое таблички также изменилось, и предыдущий текст из крошечных желтых символов исчез, его заменили большие отрывки золотого текста. Хань Ли слегка замешкался, увидев это, прежде чем поспешно прочитать новый текст. Только по прошествии целых 15 минут он поднял голову с радостным выражением глаз. Новая табличка содержала секретную технику культивации тела под названием «Искусство происхождения большой медведицы». Согласно информации, которую оставил патриарх холодного пламени в табличке, это не была техника культивации, которую можно найти в царстве духовной сферы. Вместо этого это была подлинная техника культивации царства бессмертных, которую патриарх послал в царство духовной сферы после своего вознесения. Примечательно, что культивация этой секретной техники не зависела от духовной силы неба и земли. Вместо этого она включала в себя совершенствование своего физического тела путем привлечения силы звездного света в свое тело.
Техника культивации была разделена на 7 уровней, и с каждым освоенным уровнем он мог бы проявлять глубокую апертуру. После освоения всех 7 уровней будут проявлены 7 апертур, что позволит достичь истинного экстремального тела, тем самым став легендарным небесным бессмертным. Учитывая текущее состояние его зарождающейся души, он не мог культивировать, используя духовную ци неба и земли, но, возможно, он мог бы попытаться использовать силу звездного света. Однако в конце техники культивации патриарх холодного пламени специально оставил заметку, в которой содержалось предупреждение о том, что совершенствование своего тела с помощью силы звездного света будет причинять постоянную мучительную боль. Кроме того, это не была ортодоксальная техника культивации. Она могла значительно улучшить физическое тело, но с ее помощью было невозможно повысить свою магическую силу. Даже если бы они смогли овладеть этой техникой культивации, им пришлось бы идти по пути становления небесным бессмертным, что было гораздо более трудным путем, чем стать обычным бессмертным. Таким образом, им советовали не практиковать эту технику культивации, если они не были абсолютно уверены, что хотят идти по такому трудному пути. Самое главное, чтобы практиковать эту технику культивации, требовалось не только иметь достаточно сильное физическое тело, но и огромное духовное чувство, чтобы привлечь силу звездного света в свое тело. Следовательно, порог вхождения был чрезвычайно высок. Когда патриарх холодного пламени послал эту технику культивации из царства бессмертных, он наложил на табличку особое ограничение, чтобы только те, у кого достаточно сильное духовное чувство, могли видеть искусство происхождения Большой Медведицы. Хватка Хань Ли слегка усилилась от волнения вокруг таблички, и он почувствовал, что видит проблеск надежды. Искусство происхождения Большой Медведицы было практически создано для него. Несмотря на то, что было предупреждение о том, что практика этой техники культивации будет чрезвычайно болезненной, это нисколько его не отпугнуло. Однако как раз в этот момент табличка в его руке внезапно треснула, прежде чем превратиться в шар пронзительного золотого света. Зрачки Хань Ли слегка сузились, увидев это, и он поднял голову, чтобы обнаружить золотую фигуру, парящую в воздухе. Фигура представляла собой хорошо сложенного мужчину средних лет с квадратным лицом и суровым выражением лица, излучающим чувство власти и праведности. Сердце Хань Ли слегка екнуло, увидев это. Увидев портрет этого человека в секте, он понял, что это никто иной, как патриарх холодного пламени Фантастика. Похоже, мои усилия не пропали даром. Наконец-то кому-то удалось снять это ограничение. Учеником какого пика ты являешься и как тебя зовут? Спросил патриарх холодного пламени с теплой улыбкой. Разум Хань Ли лихорадочно работал, пытаясь придумать убедительную ложь. Было ясно, что это был аватар, оставленный духовным чувством патриарха холодного пламени, но он все еще оказывал на него значительное давление, поэтому, скорее всего, он был довольно грозным в битве. Прежде чем Хань Ли успел ответить, брови патриарха холодного пламени внезапно слегка нахмурились, и его голос стал холодным, когда он спросил: «Почему я не чувствую в тебе ауры ни одной из техник культивации нашей секты? Может быть, ты не являешься учеником внутреннего двора? Я приглашенный старейшина, который только недавно присоединился к секте, поэтому у меня еще не было возможности практиковать какие-либо техники культивации», поспешно ответил Хань Ли. Приглашенный старейшина. Как такой приглашенный старейшина, как ты, заполучил табличку, содержащую искусство происхождения Большой Медведицы? Холодно допрашивал патриарх холодного пламени. Хань Ли не мог ответить на это. Взгляд патриарха холодного пламени затем упал на кучу порошка у ног Хань Ли. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, увидев это, но его сердце слегка упало. Глава 39. Указ. Патриарх холодного пламени взмахнул рукой, высвобождая поток золотого света. Свет подхватил весь порошок перед Хань Ли, образуя шар слабого золотистого свечения, парящий в воздухе. Это все нефритовые таблички, содержащие искусство культивации и секретные техники нашей секты. Почему они все у тебя? Может быть, ты ворвался во внутреннюю библиотеку и украл их? Холодно спросил патриарх холодного пламени. Несмотря на то, что нефритовые таблички были превращены Хань Ли в порошок, даже мельчайших следов было достаточно для патриарха, чтобы опознать их. На лице Хань Ли появилось смиренное выражение, и он вздохнул. «Я могу объяснить, товарищ даос холодного пламени. Как ты смеешь называть меня равным себе?» Ярость исказила лицо патриарха, из его лба хлынул ослепительный золотой свет. Бесчисленные круги света пронеслись по воздуху, мгновенно образуя золотую проекцию цветка размером около 3 метров. Пока золотой цветок медленно вращался, из его бутона вырвался свет, и был выпущен почти прозрачный столб золотого света, устремившийся к Хань Ли с невероятной скоростью. Пространство на пути столба света рябило, будто вода. Хань Ли остался на месте, не пытаясь уклониться. Он лишь слегка поднял голову, и из его глобелы хлынул поток невидимых волн, чтобы противостоять атаке.
Раздался глухой удар, и пространство содрогнулось, когда по воздуху прокатились волны энергии. Золотой столб света будто врезался во что-то невидимое и быстро распался, а невидимые волны также исчезли. Все произошло в мгновение ика, и Хань Ли остался совершенно невредимым, стоя с легкой улыбкой. Патриарх холодного пламени вздрогнул и воскликнул недоверчиво: «Невозможно! Ты тоже бессмертный, несмотря на то, что это была всего лишь проекция, созданная его духовным чувством, и не являлась полномасштабной атакой. Даже культиватор стадии Великого Вознесения не смог бы так легко выдержать ее, не говоря уже о культиваторе стадии зарождающейся души». Это указывало на то, что духовное чувство Хань Ли не уступало его собственному. «Теперь ты меня выслушаешь, товарищ Даос холодного пламени?» — спокойно спросил Хань Ли. Патриарх некоторое время молчал. Он все еще был недоволен, но был готов слушать. «Хорошо. Почему бы тебе не рассказать мне, почему ты крадешь писание нашей секты, когда ты уже вознесся и стал бессмертным? Из-за некоторых непредвиденных обстоятельств я случайно попал в царство духовной сферы. У меня нет злых намерений по отношению к твоей секте, но у меня есть некоторые травмы, и нет подходящих пилюль для их лечения. Поэтому я и решил взять некоторые из писаний твоей секты, чтобы провести некоторые исследования», — объяснил Хань Ли. «Понятно», — протянул патриарх, но по его взгляду было ясно, что он не до конца верит истории Хань Ли. «Могу я спросить, из какого региона бессмертных ты родом, собрат Даос? Я останусь здесь недолго и могу заверить тебя, что не сделаю ничего, что могло бы навредить твоей секте. Что касается того, откуда я пришел, я бы предпочел не делиться этим», — ответил Хань Ли с легкой улыбкой. Патриарх холодного пламени холодно фыркнул. Бессмертный внезапно появился в царстве духовной сферы, и он, естественно, хотел узнать о нем как можно больше. Но это был всего лишь аватар, образованный клочком его духовного чувства, поэтому он ничего не мог поделать, если Хань Ли не хотел отвечать на его вопросы. «Будь спокоен, товарищ Даос. Я в долгу перед тобой за это, и в обмен могу пообещать тебе здесь и сейчас, если секта холодного пламени столкнется с какими-либо проблемами в будущем, я могу один раз вмешаться, чтобы решить проблемы секты», — неторопливо произнес Хань Ли. Патриарх холодного пламени был глубоко тронут. «Я заставлю тебя сдержать это обещание, товарищ Даос». Несмотря на то, что он уже вознесся в царство бессмертных, он все еще очень дорожил сектой холодного пламени, которую создал из ничего. В противном случае он бы не стал прилагать столько усилий, чтобы отправлять ресурсы в секту. По-видимому, секта холодного пламени была доминирующей силой в царстве духовной сферы со светлым будущим, но у секты были свои проблемы. К сожалению, он находился в царстве бессмертных и не мог многое сделать. Но если бы он заручился помощью Хань Ли, то открылось бы множество возможностей. 2 дня спустя, на пике священного огня секты холодного пламени. В глубине туманного фиолетового бамбукового леса находился элегантный черепичный двор. Фиолетовые бамбуковые деревья в лесу были аккуратно рассажены. Расположение казалось непримечательным, но на самом деле во всем был скрытый смысл. Положение каждого фиолетового бамбукового дерева соответствовало узлу массива, и это обширное море фиолетового бамбука образовывало уникальный массив. Фиолетовый бамбук, росший здесь, также был непростым. Это был бамбук огненного дракона, способный поглощать силу земного огня. Если бы кто-то внимательно осмотрел эти деревья, то обнаружил бы, что по поверхности бамбука разбросаны темно-красные узоры. Именно благодаря существованию этого массива эта область обладала самой обильной духовной ци во всем горном хребте духовного пламени, а также самой высокой концентрацией земного огня. Небольшой черепичный двор располагался прямо в центре массива. В этот момент в главной комнате внутри двора сидел мужчина в фиолетовой мантии, скрестив ноги и закрыв глаза, он культивировал. У мужчины были волосы до плеч, белые, как снег, а на лбу красовалась эмблема фиолетового пламени. Вокруг него вращалась фиолетовая ци. На вид ему было не больше 30 лет, но он излучал чрезвычайно мощную ауру. На небольшом столике из розового дерева перед ним стояла позолоченная медная курильница, из которой торчали несколько палочек зажженных благовоний, испускающих струйки дыма. Стол стоял прямо у стены, на которой висел портрет мужчины средних лет длиной более метра. Линии портрета не были особенно замысловатыми, но очень точно передавали ауру объекта. На портрете был изображен мужчина с квадратным лицом и парой ярких пронзительных глаз. У мужчины было очень крепкое телосложение, и он излучал сильное чувство власти и праведности. Внезапно белокурый мужчина распахнул глаза и удивленно посмотрел на портрет на стене. Из портрета хлынул поток странных колебаний, и по его поверхности прокатилась серия волн. Будто объект портрета ожил и хотел выйти из него, словно это был портал, ведущий в другое измерение. Беловолосый мужчина поспешно поднялся на ноги, а затем упал на колени, слегка дрожа от волнения, и почтительно произнес: «Добро пожаловать, патриарх». «Не нужно формальностей», — отмахнулся патриарх холодного пламени. «Я пришел к тебе сегодня с инструкциями».
Только тогда белокурый мужчина встал и с почтительным выражением лица стал ждать дальнейших распоряжений. «Я уже слышал об инциденте, который произошел в библиотеке священных писаний несколько дней назад», произнес патриарх Холодного Пламени. Сердце белокурого мужчины екнуло, и на его лбу выступил холодный пот. Он хотел дать объяснение, но его прервал патриарх: «Оставь это дело и не расследуй его дальше». Беловолосый мужчина замешкался и не смог сдержать протеста, но патриарх Холодного Пламени поднял руку, чтобы остановить его, а затем передал ему что-то с помощью голосовой передачи. Выражение лица белокурого мужчины снова изменилось, удивление сменилось ликованием. Глава 40. Безрезультатно. В тот же день, во второй половине дня, полоса белого света пронеслась по далекому небу и приземлилась на площади из белого нефрита на пике священного огня. Свет рассеялся, открывая чисто выбритого мужчину средних лет в развивающемся ученом одеянии. Как только он ступил на площадь, его поприветствовал мужской голос. Брат Нангун, мужчина средних лет, обернулся и увидел мужчину с черной бородой, одетого в даосское одеяние, приближающегося к нему с расстояния в несколько сотен метров. Мужчина, казалось, двигался не очень быстро, но за ним тянулся след из остаточных изображений, и он мог преодолевать невероятные расстояния с каждым шагом, оказавшись перед мужчиной в ученом одеянии в мгновение ак. «Пойдем вместе, брат Чжуан», — поприветствовал мужчина в ученом одеянии с улыбкой. Даосский священник кивнул, затем бросил взгляд на несколько полос света, летящих по далекому небу, и заметил: и если я правильно помню, прошло уже более 10 лет с тех пор, как в секте поднималась такая шумиха. Эти двое были никто иные, как Нангун Чиншань и Чжуан Цзэю, мастера пика восходящего облака и пика заката. Скорее всего, это как-то связано с недавним инцидентом в библиотеке священных писаний. «Боюсь, нам не удастся избежать ответственности», — вздохнул Нангун Чиншань, качая головой. «В то время я был занят переработкой пилюль, но слышал об этом инциденте, и обстоятельства кажутся мне странными. Мало того, что преступник смог обойти все ограничения, чтобы проникнуть во внутреннюю библиотеку, так еще и старейшина Хуянь не смог помешать ему сбежать», — задумчиво проговорил Чжуан Цзэю, нахмурившись. «Это действительно странно. Уверен, верховный старейшина подробно расскажет об этом, когда мы встретимся с ним», — ответил Нангун Чиншань, кивая. Пока они разговаривали, то уже прошли через площадь и оказались перед величественным Красным дворцом. Оба замолчали, затем быстро поднялись по лестнице и вошли внутрь. В центре дворца находилась возвышенная часть, примерно на метр выше уровня земли, на которой стоял искусно вырезанный стул. Под ним стояли еще два ряда стульев, обращенных друг к другу, один слева и один справа. Столбы за стульями были сделаны из драгоценных материалов, а на их поверхности были выгравированы всевозможные экзотические птицы и звери. На стуле в левом ряду, расположенном ближе всего к главному сиденью, сидел рыжеволосый мужчина в багряной мантии. На его лице застыло мрачное выражение. Мужчина был сложен, как стальная башня, а его мускулистое тело излучало поразительную ауру. Нангун Чиншань и Чжуан Цзэю обменялись взглядами, затем выбрали пару соседних стульев, сели и закрыли глаза для медитации. Все больше людей входили во дворец, и вскоре все стулья были заняты. Все присутствующие находились на стадии пространственного закаливания, не было ни одного культиватора стадии божественной трансформации или ниже. Однако у всех были мрачные лица, они обменивались лишь короткими приветствиями, не желая разговаривать. Весь дворец был наполнен гнетущей и торжественной атмосферой. Через несколько минут после того, как все места были заняты, из внутреннего зала вышли еще две фигуры. Все присутствующие немедленно поднялись на ноги, включая рыжеволосого мужчину, и почтительно поклонились: «Приветствуем верховного старейшину и мастера секты». Впереди шел мужчина в фиолетовой мантии с волосами, белыми как снег, единственный верховный старейшина секты Холодного Пламени, Сымат Синмин. Его сопровождал властный мужчина средних лет в высокой шляпе, мастер секты Холодного Пламени, Лю Цзиньчжу. Сымат Синмин направился к главному сиденью, но вместо того, чтобы сесть, он медленно окинул взглядом всех присутствующих. Его аура была полностью скрыта, но, несмотря на это, он все равно излучал давление. Все опустили головы, не смея смотреть друг на друга или даже слишком громко дышать из страха. Наконец Сымат Синмин заговорил: «В последнее время в зале Небесного Талисмана и библиотеке священных писаний произошли два случая кражи, и именно по этой причине все вы были приглашены сюда». Его голос не был очень громким, но в нем чувствовалась неописуемая власть. Все невольно напряглись, ожидая тирады. Однако то, что Сымат Синмин сказал дальше, заставило всех поднять головы с ошеломленными выражениями лиц. «Настоящим объявляю, что на этом дело будет закончено. Немедленно прекратите все расследования.
Все были поражены и не могли не обменяться недоуменными взглядами, но никто не осмелился задавать вопросы. Наконец, молчание нарушил рыжеволосый мужчина. Он сделал шаг вперед, сжав кулак в знак приветствия. Старший брат Сыма, кража, которая произошла в библиотеке писаний, это серьезный инцидент. Мне нужно повторить, младший брат Хуянь. Холодно перебил его Сыма Цзиньмин. С этими словами он развернулся и вышел из дворца, не давая никаких объяснений, оставив всех в полном недоумении. Мастер секты Лю Цзиньчжу объявил: на этом собрание закончено. Все свободны. После этого он тоже ушел. Немного погодя, на площади из белого нефрита перед дворцом, Чжуан Цзю все еще не мог оправиться от объявления. Он повернулся к Наньгун Чиншаню и спросил: мы должны просто прекратить расследование. Смириться с потерей стольких драгоценных писаний, потеря писаний — это полбеды. Уверен, в нашей секте есть копии. Но будет проблема, если эти секретные знания просочатся наружу. У верховного старейшины, должно быть, есть причины для такого решения, поэтому не будем гадать, ответил Наньгун Чиншань с улыбкой. Несмотря на свои слова, он был не менее озадачен, чем Чжуан Цзю. Вскоре после собрания все ученики секты Холодного Пламени заметили нечто странное. Секта внезапно прекратила все расследования краж в зале Небесного Талисмана и библиотеке священных писаний. Это вызвало большой переполох среди учеников, но все мастера пиков неохотно говорили об этом. То, что должно было стать парой инцидентов с далеко идущими последствиями, затихло при необъяснимых обстоятельствах без каких-либо выводов. Хань Ли, виновник всех этих событий, был совершенно не в курсе происходящего в секте. Он заперся в своей пещере, изучая искусство происхождения большой медведицы. До этого он лишь бегло прочитал описание техники культивации, но чем больше он ее изучал, тем больше понимал, насколько она глубока и гениальна. С тех пор, как Хань Ли начал свой путь культивации, он узнал о множестве техник развития тела. Некоторые из них были направлены на мышцы и сухожилия, другие — на кости, а третьи — на внутренние органы, как искусство происхождения усовершенствования органов. Искусство происхождения большой медведицы было уникальным, оно было сосредоточено на развитии глубинных апертур. Что же это за апертуры, Хань Ли понятия не имел, и в описании техники не было никаких объяснений. Однако, судя по тексту, процесс совершенствования был чрезвычайно глубок, и даже ему потребовалось много времени, чтобы понять его. Проще говоря, если бы кто-то смог полностью овладеть этой техникой, то достиг бы физической силы, сравнимой с силой бессмертного. Но у техники было много оговорок. Во-первых, процесс совершенствования был чрезвычайно болезненным, и те, у кого не хватало силы духа, не смогли бы дойти до конца. Во-вторых, было чрезвычайно трудно привлечь силу звездного света. В конце концов, звезды находились на непостижимом расстоянии. В результате практика этой техники занимала очень много времени. Хань Ли не обращал внимания на эти оговорки и планировал немедленно приступить к практике. Сначала он отправился куда-то, вернувшись только на следующий день, после чего сразу активировал все ограничения внутри пещеры. Затем Хань Ли выбрал подходящую тайную комнату и проделал большую дыру в потолке, чтобы видеть небо. Сделав все это, он сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Прежде чем начать практиковать технику, переданную из царства бессмертных, Хань Ли хотел привести себя в оптимальное состояние, чтобы быть готовым к любым неожиданностям.